Всем привет, дорогие друзья! Наступила осень уже, и я подобрала вот такие бусинки. Тоже похожи на осенние листики с желтизной. Зелень такая желтая, да? Как листики сейчас начнут желтеть, опадать. И у меня вот такие бусинки хризаколы. Посмотрите, какие красивые бочонки. И вот эти бусинки тоже красивые. Это был когда-то у меня браслет, достался в подарок, и я его разобрала, так как я его не носила, очень крупные бусинки, и тяжелый был браслет двухрядный. Ну и я хочу сделать из этих бусин украшения. Бусинка 14 миллиметров, ну а бочонки у меня 11 на 14, вот такие крупные бусинки. Сначала я думала сделать украшение одно из этих бусин. А потом я подумала, не сделать ли мне два украшения. Можно и два сделать. Но надо добавить что-то сюда, конечно. И я думаю, что из этих 4 бусин я сделаю чокер. Конечно, буду добавлять бронзовую фурнитуру, так как мне нравится осенние украшения именно с бронзовой фурнитурой. Есть у меня и шапочки разные, красивые, бронзовые. Вот такие. Красиво будут смотреться на таких бусинках. Посмотрите, листики. Есть вот такие шапочки, недавно покупала. Как же они мне понравились. Они так на бусинки смотрятся здорово. Ну и вот такие тоже проставочные бусинки. И вот эти мне очень нравятся. Гофрированные бусинки. Они внутри пустые. Мы уже знаем про эти бусинки. Многие, наверное, покупали. Они легкие. Ну и чтобы не утяжелять украшения, я их поставлю тоже. Ну и хочется чокер сделать, наверное, с кулоном. Вот такой кулон у меня очень давно лежит. Наверное, когда я начинала делать украшения, и сразу же купила такой кулон. Я его носила, но не так часто. На кожаном шнурке он у меня был. Почему-то я не смогла ничего придумать. Надела его на шнурок и носила. Сейчас покажу. Вот такой коричневый у меня кожаный шнур. Толстенький, красивый цвет. И когда-то я покупала такие шнуры, делала браслеты. И вот такие у меня магнитики. Тут был такой достаточно, видите, крупный, большой, широкий. И хорошо проходит этот магнитик. Очень удобные такие застежки. Когда-то я покупала, и я уже не знаю, есть ли они на Алиэкспрессе. Может быть, и есть. Удобные. Здесь, как видите, есть такая стопорная деталька, которая раз и не потеряется. Вот так держится. Ну, и я решила снять его и все-таки сделать чокер красивый. Получится с таким кулоном. С ним, вот как видите, сколько лет. Года 3 точно он у меня. И вот в таком хорошем состоянии. Здесь много цветочков. Лето не отпускает. Будут у нас еще и цветочки, и шапочки. Вот такие красивые с листиками. Это будет у меня одно украшение, как я планирую. Ну а с этих бусин сделать другое украшение. Сначала я хотела и сатуар сделать с такими бусинками, и бусы просто сделать. И теперь задумалась, что же лучше. Два у меня украшения в мыслях. Ну, а к этим бусинкам у меня есть вот такие. Сейчас покажу, чтобы добавить к этому украшению. Есть вот такие бусинки. Хорошо по цвету подходят. Тоже когда-то покупала. Не помню, на Алиэкспрессе или нет. А может быть, даже Дом бусин. Раньше я всегда покупала. Еще много материала в магазине Дом бусин. Вот такие бусинки. Это 10 миллиметров. К этому украшению я, наверное, буду добавлять тоже немного вот таких бусин, потому что мне мало будет 4 бусинки. И вот такая ниточка у меня есть. Это 10 миллиметров. И, конечно, мне попались под руку вот такие диски кокосовые. И я задумалась, а не поставить ли эти диски вместе
с вот этими бочонками. Мне кажется, будет интересно смотреться, если вот несколько поставить таких бусин, фурнитуру поставить вот такую. Ну, буду сейчас смотреть уже, что у меня будет получаться. Я вам буду показывать. Начну я, наверное, сначала с чокера, ну и покажу вам в итоге, что у меня получится. И давайте посмотрим, что у меня в итоге получилось. Процесс работы я не показывала, здесь ничего сложного. Я собрала на ювелирном тросике, сатуар получился у меня 68 сантиметров. Вот так я оформила бусинки кокосовыми дисками. Хорошее сочетание, мне нравится коричневый с зеленым. Вот так вот круглые бусинки шапочками. И акриловая бусинка здесь тоже хорошо смотрится. Проставочные бусины цветочные. Они двухсторонние, что очень удобно. Здесь колечки. И вот так даже оформила ажурную бусинку шапочками в поддержку формы. Очень хорошо смотрится. И впереди я поставила вот такую проставочную бусину, наверное, 10 миллиметров. Они хорошо сочетаются с маленькими бусинками. Бусинка двухсторонняя. Если вот даже будет вот так переворачиваться, с двух сторон орнамент. Ну и, конечно, я сделала подвеску. Можно носить с подвеской. Почему у меня здесь колечки? Вот такой карабин круглый. Бейлик подобрала. Такого цвета же, как и бусинки. Вот такие два коннектора у меня были. Я их склеила вместе. Покупала их в Дом бусин. Очень давно. И вот пригодились для подвески. Здесь у меня цветочек. 5 бусин на цепочке. Тоже подвесила эти бусинки на окончании. И такой двухсторонний получился кулон. Ну, если вам хочется, можно подсоединить подвесочку и носить с подвеской. Подвеска 13 сантиметров, длинненькая. Если не хочется с подвеской, можно ее просто снять. Все удобно снимается. И вот такая вот удлиняющая цепочка. С двух сторон карабинчик. Надеваем цепочку и можно перевернуть украшение и носить вот так вот. По-моему, отличный вариант. И еще я сделала серьги к этому украшению. Тоже цветочная тема. Посмотрите. Пусеты цветочки. Вот так я оформила бусинки шапочками филигранными. Оригинально получилось. В последнее время мне нравится филигрань. И вот так на окончании поставила тоже проставочные бусинки. Они двухсторонние. Вот такие незатейливые сережки получились у меня. Ну и второе украшение я сделала чокер на мемори проволоке. Очень красиво сочетается бронза с такими камнями. Мне нравится это сочетание. И, конечно же, я в поддержку кулону поставила вот такую застежку магнитную. Цветочек. И здесь цветочки. И даже между бусин я поставила тоже цветочные проставочные бусинки. Смотрится здорово. Украшения не тяжелые благодаря вот этим бусинкам. Я оформила их шапочками. Между ними диски поставила. И вот так они смотрятся. Вот такой незатейливый тоже чокер. Простой, ничего сложного. Ну а выглядит на 100 баллов. Посмотрите фотографии, как будет выглядеть украшение на мне. Ну а если кому-то понравилось это украшение в наличии, все мои данные под видео, заходите, смотрите и пишите. Ну а кому понравилось мое видео и украшение, пишите комментарии, ставьте лайки, мне будет очень приятно. И не забывайте подписываться на Яндекс.Дзен. Ну а я с вами не прощаюсь, много интересных идей впереди. До скорых встреч!